Здорово, други! Сегодня я, доктор Канцер, специально для канала Coffee Channel расскажу про мой город, в котором я живу. Город называется Бад Ишель, находится он в Верхней Австрии, по-немецки называется Оберостеррайх. Бад Ишель берет название город от одноименной речки. Речка называется Ишель. В нашем городе существует две речки, которые впадают одна в другую. Одна вышеупомянутая речка Ишель, другая речка Траун. Затем вместе они несут свои воды через несколько озер и впадают затем в Дунай и дальше в Черное море. Так что те воды, которые вы сегодня увидите в моем фильме, вы можете встретить и искупаться уже, наверное, будущим летом в Черном море, если нечаянно окажетесь там. Вот. Наш город, небольшая маленькая провинция Верхней Австрии. Находится он в 70 километрах к югу от нашего столичного города Линц и в 65 километрах от столицы следующей земли, одноименной Зальцбург. И земля, и город называются так. Вот, и мы находимся ровно посерединке. Наш город знаменит тем, что он является курортом, и тому свидетельство табличка на въезде в наш город. Там написано «Курорт Бад Ишель Бегрюстси». Это значит «Курорт Бад Ишель приветствует вас». Наш город – это маленькая такая провинция, горная альпийская провинция. Здесь находится летняя резиденция последних наших императоров Франца Иосифа и Елизаветы Баварской, вот, которую в народе называют Сиси. Наш город знаменит тем, что здесь, в медицинских кругах знаменит, что находится здесь реабилитационная больница для сердечных заболеваний. Сейчас как раз мы ее пролетаем, вот это вот, в правом нижнем углу мы ее пролетели. Со всей Австрии, значит, приглашают больных, перенесших инфаркт миокарда и операции на сердце, они проходят реабилитацию. В центре нашего города находится такой вот холмик, который называется Сириус Когель. Сейчас мы подлетим к нему, на вершине которого находится сторожевая башенка. Конечно же, она реставрирована, перереставрирована. Это, в общем, деревянное сооружение, на которое можно забраться. И около нее находится ресторанчик, в котором можно смело покушать какой-нибудь венский шницель, котлету или выпить кружечку пива. Вот сейчас мы пролетаем как раз над основной нашей водной артерией нашего города. Речка называется Траун. Вот. Через речку у нас 4 моста. И сейчас мы подлетаем к самому главному мосту. Это автомобильный мост, по которому нужно также перейти пешком или на велосипеде. Остальные мосты непригодны для автомобильного переезда. Вот это вот желтое здание в виде куска пирога – это резиденция нашей последней принцессы Гизеллы. И сейчас мы пролетаем как раз вот над пешеходным мостом. Вот это вот самый главный, самый востребованный пешеходный мост. Слева мы можем видеть жилой массив, это просто жилые дома. Справа от реки мы видим здесь такие вот лесистые насаждения. Это детская площадка, в общем, скрытая от взора каштанами большими. Вот. Дальше мы видим вот это полукруглое такое сооружение. Это железнодорожный мост. Их у нас два. Значит, поезд приезжает по одному железнодорожному мосту, он выглядит точно так же, мы его можем чуть позже увидеть, и уезжает вот с этого моста. Сейчас мы пролетаем над левым берегом, так скажем, речки Траун, он называется Траун-Кай. Траун — это понятно, это название реки Акай, Кай — это по-русски мол или набережная. Если мы проводим взглядом значит, железнодорожное полотно, мы уткнемся во Фрахтбанхоф. Фрахтбанхоф — это значит железнодорожный вокзал. Здесь происходит выгрузка грузов. Здесь пассажиры не высаживаются. Это чистой воды грузовой вокзал. По другую сторону от речки
Сейчас вот мы видим во всей красе Херцериха, вот эта вот больничка, реабилитационная больница для больных сердечно-сосудистых заболеваний. И вокруг она окружена, в общем, частным сектором, ну так можно сказать, потому что наша маленькая страна, она вся вот такая двухэтажная Австрия. Когда приезжаешь из какой-нибудь командировки там, или просто из путешествия, из какой-нибудь урбанистической страны, там вроде Италии там, или Франции там, или еще чего, то наша маленькая страна, она выглядит вот такой вот деревней двухэтажной. Сейчас мы летим как раз в сторону горы Яйнцен, вот она находится прям вот у нас прям по центру кадра. И у подножия этой горы протекает речка, сейчас мы начинаем ее видеть, речка Ишель, которая дает название нашему городу. И прямо за речкой, прямо вот за деревьями находится Кайзервилла. Это как раз вот эта вот самая летняя резиденция последней императорской семьи. А дальше вот эти вот маленькие желтые домики, это домики для прислуживающего персонала и гостевые домики. Вот. Возвращаясь в центральную часть нашего города, здесь вот как раз мы видим, сейчас пролетаем автомобильный мост. Вот. И на переднем плане мы сейчас видим самая большая гора в нашей окрестности, которая называется Катрин. И к ней мы видим значит, дорожку из огней. Это Сайльбан, так называемый. По-немецки это значит канатная дорога. Мы неоднократно с моей семьей поднимались на эту гору. С нее открываются просто ошеломляющие виды. Не только виды на наш город. Кстати, он с Катрин выглядит прям очень маленьким. А виды, в принципе, на окрестные альпийские горы, хребты и на Хальштеттерсе. И сейчас я хочу показать вам школу, в которой учится мой сынок Андрюша. Она находится недалеко от Херцериха. Вот сейчас мы как раз Херцериха пролетаем. Вот. И сейчас на другой стороне дороги мы видим вот эту вот вилла с красной крышей. Это она нам не нужна. И вслед за нею сейчас будут появиться два таких длинных здания. Интересно, что здесь школы, они не носят цифровую маркировку, как у нас, а носят имена собственные. Вот эта школа называется Конкордия, и здесь учатся с 1 по 4 класс. Вот это большее здание, это уже для старших учеников, то есть это 2, 3, 4 класс, а маленькая, в которой сейчас мой сынок ходит, Андрюша, вот это вот маленькое здание. Снова вернулись мы, да, на Траункай. Вот, и видим, как хорошо выглядит на верхушке горы, значит, деревянная башенка, возле которой находится ресторанчик, такой очень дружелюбный ресторанчик. Там наливают очень вкусное наше пиво, Ципфер. Сумерки сгущаются. Вот, и, значит, мы видим, машины двигаются по маленьким улочкам. Интересно, что у нас дорога, вернее, дорожное обеспечение в нашем городе осуществляется по кругу, причем по часовой стрелке, так скажем. То есть большая часть города, она не имеет двустороннего движения. Вот. Немножко в улочках есть двустороннее движение, прямо в переулочках. А вот центральные дороги основной своей массой это вот одностороннее движение. Причем по всему городу происходит такое. Сейчас мы пролетаем прямо над центром нашего города. Вот если мы спускаемся с автомобильного моста, это прямо вот находится, ну, и географический центр, и, конечно же, административный. Сейчас вот он хорошо освещен вот здесь вот желтым светом. В вечернее время это пешеходная дорога. Здесь не ездят машины. Сейчас мы подлетаем к нашей почте. Вот это желтое здание, которое слева находится, это наша почта, тоже знаменитая такая штука. Наш город очень красивый, очень миленький городок. Ну, вот, и в следующем году, в 2024 году, он будет, значит, выбран, ну, вернее, его уже выбрали. Это станет Культурштадт Европа, то есть культурный город Европы. Вот сейчас мы как раз пролетаем над термами и над основным отелем. Это называется Рояль Резорт.
И белая крыша — это со стоянкой автомобильной, это наш торговый центр. И дальше мы видели бы дорогу в наш областной город, который называется Гмунден, такое название неблагозвучное для русского уха. С розовой иллюминацией здания мы видим. Это называется Конгресс-хаус, в котором проходят всевозможные конференции, там Ференштальтунген и разное прочее такое. Вот. Наш маленький город очень красивый, очень уютный городок. В нашем городе практически нету преступности. И мы уже подлетаем к месту моей взлетно-посадочной площадки. И, пожалуй, на этом я завершу рассказ о нашем городе. Это, конечно, всего лишь малая часть, что я могу рассказать. Ну, я надеюсь, что вам было интересно. И до новых встреч на канале Coffee Channel.